Ребят, всем огромнейший привет! Я сегодня опять с вами. Вот, наконец-то добралась я до классика глыбы. Глыба весит 3 килограмма. Огромная-огромная. Как я ее сейчас буду колоть, не знаю. Первый раз я вообще как бы колю глыбы, потому что мне всегда приходили небольшие порции, скажем так. Вот. Ну что, начнем? Я не знаю, с чего начать. Мама дорогая. Хочется, чтобы пластинками было. Ну а как тут пластинками-то? Не знаю. Завтра, то есть сегодня, еще вечер, сегодня буду убирать. Уже чувствую чисто меловой вкус. Так, как теперь сделать? Напополам? Потом пластинками, да, попробуем? Или как? Вкрапление железа вижу. Вот так. Ее колоть дальше нет, не знаю. Прям как новичок. В смысле, я новичок, а не мил новичок. Так. Ой! Сразу уже на 2 вот такие штучки. Но он мягкий. В принципе, его много сильно колоть не нужно. Потому что откусывать, я так думаю, будет несложно. Контейнер пока я не купила. Такой большой для такой глыбы. Но я пойду. До фикс прайса все никак ноги не доходят. Мама дорогая. Хорошая. Не буду ее колоть дальше. Ну, красиво, красиво. Сейчас будем тут все грязные. В мире. Господи, положила и не закрепила. Сейчас. Пук. Звонкий. Достаточно звонкий он. Слышите? Так. Вкусмянчики. Красивый. Абсолютно сухой мел. Вот такая красота у меня получилась. С 3-килограммовой глыбы. Ну, быстро мы с вами справились, я смотрю, с этой глыбой. Сколько я его сушила, тверже он не стал.
Хотела, чтобы был потверже, позвонче, чтобы звонко хотя бы откусывался. Соскучилась по вам. Меня так долго не было, потому что, не знаю, я человек очень мнительный. Вот. Мне какой-то, как сказать, чем-то меня обидишь, все, я в скорлупу закрываюсь, я вот как-то вот сижу в своем мирке. Руки, капец. Вот. И после моего последнего видео мне написала одна женщина комментарий. Женщина, девушка она, я не знаю, как ее называть, сколько ей лет. Вы ее милоежки. Все, кто милоежки, вы ее прекрасно знаете. Она потому что под каждой милоежкой пишет свои комментарии. Под каждым видео милоежек наших известных. Альмира или Айнура Фархуддинова. Как-то вот так ее зовут. Господи, какой она мне комментарий написала. До этого, главное, писала позитивные комментарии. Все там. Но у нее еще такая фишечка есть. Допустим, задают вопрос блогеру, да, милоежке. Блогер еще не успел ответить. Вот это вот Альмира Фархуддинова уже за нее ответила. Уже отвечает. Все туда-сюда там. Ой. В общем, короче, неприятно. Очень неприятно. Я ее комментарий удалила. Ее отправила в свободное плавание. Ну, как бы заблокировала. И все. Думаю, почему она должна мне настроение портить? Вот прям вот ее комментарий мне по рукам дал, и я прям не хотела ничего снимать. Вообще. Одна болтовня. У нее вот всегда вот одна болтовня. Вот. Ну а как без болтовни? Скучно, одно и то же. Ты как одно нытье. В смысле одно нытье? Посмотри мои другие видео. Где там одно нытье? Я всегда на позитиве. Прям не знаю я. Неприятно было очень. Я вот это вот затихарилась, обдумывала все. И думаю, блин, а почему должна обращать на кого-то внимание? Это мой канал. Как хочу, так и веду себя. Хочу ною, хочу радуюсь. Вот. Сегодня кого-то смотрела из милоежек, не помню. Кто-то написал. Вот Юля Пеливан загордилась. Типа, пишет, не хотите, не смотрите. Но, в принципе, она правильно пишет. Ну вот не хотите, не смотрите. Зачем писать гадости? Зачем человеку портить настроение? Ну, таким мнительным, как я. Я же все близко к сердцу принимаю. Вот, толком не поела, только понадкусила, и все. Но если ты сама милоежка кушаешь мил, ну заведи ты себе канал, снимай его и все такое. Зачем все это на свете переворачивать, носить в массы? Вот это вот твой комментарий читают все другие мои подписчики. Ну зачем? Ну, в общем, короче, ладно, забыли. Забыли. Плюнули и растерли. Приготовила сегодня ряженку и йогурт. Вот. Хотела сделать пасту. Но, блин, не люблю я глины. В пасть вот это вот все. Не знаю. Не то, что не люблю. Они у меня организмом не усваиваются. Вот именно глины. Мел усваивается на ура. А глины нет. Так, теперь глыбка Аленка, которая сломала мне нижний и передний зуб. Давайте ее тоже поколем.
Красотка. Еще одна красотка. Смотрите, какие пластиночки. Классно колется. Угу. Вкрапление железа вижу. Не знаю, как кому, а мне, когда у нас раньше была дача, она у нас стояла прямо на берегу Ишима, речки. И запах болота. Вот я откусила, у меня привкус болота во рту. Как будто на даче. Класс. Блин. Кажется, тень. Надо будет сходить в Фикс Прайс, купить для них контейнеры отдельные. Атя! Вот. Ряженка. Здесь клубничный йогурт. Вкусно. Кстати, всех с крещением. Чтобы всех... Не забудьте сегодня ночью принять ванну к вечеру. С крана будет течь святая вода. У нас в Нур-Султане отменили купание. Но я так думаю, что заядлые купальщики, которые зимой купаются, все равно себе проруби просверлят и будут купаться. А так-то с церкви вырубали крестом у нас на Ишиме прорубь, делали деревянный подход, и все купались. Ну, как обычно у всех. В этом году запретили. Но почему-то я думаю, все равно будут купаться. В Одноклассниках там везде ждите фотки. Купание сегодняшней ночи. Ну почему мне болото? Свежесть, сырость, свежесть, сырость и болото, да. Все это вкупе. Вкусно. Очень вкусно. Сегодня первый день отдыхаю. Сыночек у меня спать лег. Приехала сегодня с суток. Чего я руками вытираюсь? Взяла же салфетки влажные. Смотрю, глаза сонные. Мама, я спал ночью. Угу, спал ты ночью. Вот помылся, покушал и скопытился. И кот с ним. Дымок! Кс-кс-кс-кс. Ты где? Дыма! Дыма с ним в голове лежит, прямо на подушке. Дыма! Иди к маме. Ушел. Ну все, расколола все. Аленка вкусная. А классик, он и в Африке классик. Просто классическая побелка. Классический мел. Все.
Мягкий. Я бы не сказала, что прям совсем капец он марки. Нет, он такой средней маркости. Вот. А Аленка жирноватый мел. Звон. Вечерний звон. Сегодня разобрала все свои глинки. Я такая думаю, ну что ж я такая бессовестная? Ну надо что-то как-то сделать. Сегодня посмотрела Марию Мелек с Турции. Правда, она сейчас в Узбекистане. Я ее смотрю, наслаждаюсь ее хрустом. Люблю эту девочку. Ну, как девочку. Мою ровесницу. Ей 44, мне 44. Ну вот. Как она вот, правда, вот именно пожиже, наверное, нужно делать паста. Она прям пьет эту пасту. Как аппетитно все это выглядит вообще. Нужно тоже как-то распробовать. Наверное, это все-таки очень вкусно, но я никак не могу. Вот просто по состоянию здоровья глина мне не очень идет. Ну, вы сами понимаете. Вот. Поэтому я как бы не особо ее. А так, вот именно с узбекской, соленый, сухой мел и жирная соленинка, наверное, очень вкусно. Вместе пробовала как-то, ну так чуть-чуть, и все. Боюсь, просто боюсь, что потом ничего не смогу сделать. Вот, ребятки мои, похрустела я с вами. Наконец-то мы с вами увиделись. Вот. Все, собираюсь мукбанг пищевой снять. Вечно собираюсь, вечно обещаю. Ничего не получается. Ну, потому что стечение обстоятельств, жизнь. Вечно какие-то проблемы, причины. То сантехника у меня, Данил мне звонит. Мама, мы заливаем соседку. Ой, я галопом утром. Побежал за смесителем, смеситель потек и все такое. И вечно какие-то проблемы. Вечно что-то, как-то, где-то. Пока сантехника нашла, пока смеситель вот это вот все установили. Ой. Кошмар. Вот, ребят, всех с крещением. Вот, все сегодня покупайтесь, наберите, сегодня из-под крана будет течь святая вода. Наберите все в баклажечки себе. А потом просто где-то в ванночку, в супец, в чаек подливаем, и Боженька нас хранит. Вот, всех люблю, всех целую, за всеми скучаю. Не забывайте про меня. А я не забуду про вас. Все, всем пока.